Приветствую вас, друзья, гости и подписчики на моем авторском канале. И сегодня у нас будет одно большое видео, в которое у нас собран и анонс, и, естественно, подробнейший порядово-попечительный мастер-класс по вязанию вот этого прекраснейшего топа. Я его представляла в социальных сетях, назвала его Монтенегро топ. Очень мне понравилось это название. Оно у меня, кстати, давно крутилось в голове. Показывала его вот в таком вот безупречном итальянском составе. От магазина у меня Filati Studio. Ссылочку оставляю в описании под видео. Ссылка на Инстаграм, потому что там что-то, ссылка на сайт не срабатывает у многих девчонок. Но я знаю, что они обновляют ассортимент, поэтому, возможно, из-за этого. Это пряжа, которую мне присылал на пробу, да, магазин. Итальянская, здесь у нас 100% хлопок, 450 метров в 100 граммах. Вот такой шикарный оттенок, меланжевый. Много я показывала и процессов, и провязов. И в компаньоне у нас частая микропаетка, которую я покупала здесь у нас у Любы и показывала в распаковке. Какой же у нас тут все-таки метраж, состав? Кто-то говорит, она идет. Нет, она идет. Здравствуй, маменька. Многие скучают. Она идет 600 метров. Это называется коллекция Диаманти. Угу. Я ее нашла на Вайлдберрисе. Это не хлопок, это 100% полиэстер, по-моему. Как-то вот так вот называется. Ну да, потому что полиамид, он же типа как Нет, этот не полиамид, это, да. Это косичка, но это не хлопок. Вот так вот это смотрится в изделии, очень воздушная. У нас здесь топ вяжется снизу вверх по конструкции, абсолютно бесшовный, вяжется одной деталью и с вот таким вот роскошным волнообразным ажурным узором. Очень классно на лето, вот я в нем сейчас в другом составе, о нем тоже расскажу и, естественно, рассказываю, показываю в начале видео мастер-класса, которое будет переходом к следующему. Мне очень нравится, я его выгуливаю с удовольствием, даже несмотря на то, что у нас сейчас просто невероятная жара, да, мам? 40 в тени, 36, даже когда ты едешь в машине, у тебя 36 при включенном кондиционере, все равно срабатывают датчики. 30 в комнате. 30 в комнате или 33, да, но я в нем хожу, и мне очень комфортно. Я вообще всегда хожу во всех своих вязаных изделиях, публикую часто в сторис, фотки, видео, что я в вязаных изделиях. Поэтому для меня это нормально и прекрасно. Следующий вариант топа, который вот он сейчас на мне, выгуливала его как раз сегодня, мы его красиво снимали, фотографировали, просто обалденный, и я поняла, что он у меня будет, наверное, самый любимый на это лето, потому что охлаждающий эффект вместо майки. Я его вязала тоже из пряжи этого же магазина, это у нас 100% шелк Mulberry, 400 метров в 100 граммах, вот такой вот как жемчужный серебристый цвет, он очень переливается, очень красивый. И в компаньон у меня пайетка Galaxy, где-то я бумажечку снимала. Пайетка Galaxy итальянская, тоже в тон. Очень круто смотрится, такой нереальный блеск. И знаешь, что мне нравится? Он не слишком вызывающий, да, вроде бы и нарядный, но вроде бы как вот и в шортах повседневно можно вообще не вызывающий. Классно. Абсолютно, вообще суперский. И вообще не навязчивый блеск. Абсолютно. И начнем, пожалуй, мы анонс с самого главного. Это, естественно, образцы, которые очень многие ленятся вязать. Но лениться нельзя, нам тоже лень, но мы их вяжем. Смотрим внимательно, и также самое внимательно я объясняла уже в процессе самого мастер-класса. Я показываю, рассказываю вместе с сантиметром, все указываю и так далее, да? Образец из вот этого состава, то есть лен и часто, да, у нас или не часто, она такая не очень частая. Микропаетка Galaxy, два образца, да, два образца из одной пряжи, но абсолютно разный размер образцов. Вот даже вот так вот лучше всего видно, насколько разница. Одинаково, что здесь 4, по-моему, да, раппорта набиралась, да, 4 раппорта. Ну и, естественно, без кромочных никаких там симметрий и прочее. Одинаковое количество раппортов, одинаковое количество петель, одинаковое количество поворотных рядов. А какая разница в размере двух образцов? Что это значит? Это значит, что данный образец вязался на спицах номер 3, и данный топ тоже я вязала в мастер-классе на спицах номер 3. А этот образец побольше вязался на спицах номер 4. Шелк тянется. Даже если у нас есть пайетка, которая сдерживает, шелк все равно тянется. Тем не менее, спицы номер 4, это будет более объемный эффект, да, как вот этот.
Спицы номер 3 более приталенный, более покороче получается. Это была задумка показать вам разницу, потому что образец связан на спицах номер 4, вот второй. Он Аналогичен. вот. А троечка более... То есть, девочки, чтобы вы понимали, у каждого разная плотность. Смотрите. Вяжете плотненько, берете 4. Вяжете свободно, берете 3. Мам, перебью на минутку. Запоминайте, это очень важная информация, потому что многие потом задают действительно глупые вопросы в комментариях. Кстати, это наглядный пример, кто не попадает в плотность Именно. или кто не вяжет образцы. Лентяй. Авось и так прокатит. Прокатит, а Да. потом, а у меня не получилось. Да. Но правду же не скажет. Нет, конечно. Поэтому специально наглядно показано вот этот топ. Более Сейчас, прилегающий. да, сейчас переоденешь, я поставлю на паузу. Покажешь вот этот топ, чтобы люди понимали разницу. Разницу, конечно, в объеме, в ширине и так далее. Да, может быть, у кого-то будет хлопок без примеси, я имею в виду без компаньона, но другой толщины. И человек должен понимать, что он получит размер, если он поплывет хлопок, еще больше, чем вот этот зеленый топ. Потому что шелк, наверное, да, скорее Ой, всего, ты шелк. имеешь в виду, потому Шелк. что шелк тянется. Да, то есть уже можно взять спицы 3,5 или 3. В любом случае вы уже видите наглядный пример. Результаты и, да, пример на мне лично. Так, все, не выдержала, собрала волосы в хвост. Сколько у нас здесь? Плюс 26 в комнате при включенном кондиционере. Нереально, просто волосы липнут. Вот, в общем, я его, да, переодела, и мы видим его ширину, его более воздушность, легкость и, естественно, он более объемный. Крупнее полотно. По длине он тоже, естественно, немножечко подлиннее. Ну и крупнее, да, полотно. И, ну, я бы не сказала, что прям вот супер прозрачит. Хотя, господи, что у нас сейчас не прозрачит? Вяжет все, что хотят. Прозрачит у всех, все Да. нравится. Также, девчонки, сейчас вам одну минуточку. Образец, узор я записывала тоже. У меня из, по-моему, 200 или 250 метров в 100 граммах метраж пряжи. И я его записывала на спицах номер 4. Ну, шелк даже на 4 потянулся больше, чем хлопок. Ну, хлопок всегда дает усадку, это мы понимаем. Ну вот почти. Немножечко больше. Поэтому, Ну, девочки, кто вяжет из хлопочка, спицы номер 4 и вперед. Кто вяжет более такие тянущиеся, это шелк. Что у нас еще там тянется? Вискоза. Да, вискоза, если Вискозный это люрекс, это если мы Минерва. берем Минерву, да. Я бы рекомендовала, да, спицы номер 3, 3,5. И вязать плотненько. А самый стандарт, если кто-то будет вязать хлопок заданным метражом, пожалуйста, смело 4, вяжем образец, стираем. Образцы стираны в машине. Утюжила утюгом с паром без вспомогательной ткани. Но это все зависит от парового удара утюга каждого, И естественно. марки утюга, Да, потому да. что есть те, которые пригорают, есть антипригарки, керамическая там Да, если у вас подошва. утюг может вас подвести, вы это знаете, Через девчонки, берем... тряпочку. Да, тряпочку. Ткань. Я называю тряпкой. Я называю все Тряпочку. простыми словами, чем вот этими заумняченными фразами. Так, следующий момент. Из именно чего что касается, да, из чего вяжем. Такие мы приведем. Минимальные буквально примеры, да, аналоги, вот, например, французский люрекс 350 метров в 100 граммах. Что же я из этого серого вязала? Кардиган Авиньон, мой один из самых любимых. И, кстати, после стирки ВТО тоже становится очень-очень воздушным, да, кардиган вообще прям как... И не тянется, он подсаживает, он хороший. Да, и он... Отлично ведет Даже, себя. девочки, честно, я даже не опишу, насколько вот он воздушный. И спустя 2 года французский наш люрекс. Французский хлопок с люрексом. Французский хлопок с люрексом. Я так поняла, это просто красивое название было для маркетинга продажи. Это хлопок, прекрасное качество, производства Китай. Нам уже потихонечку это озвучили. 350 метров в 100 граммах. Если что, можно будет найти у Оксаны Ярн. Она найдет все. Да, она его будет искать. Так что да, там сразу. Девочки, я тоже ссылку оставлю на магазин в описании под видео, Телеграм и Инстаграм.
поэтому можете смело спрашивать у нее. Да и вообще она вообще молодец, она всегда подберет абсолютно любой аналог по метражу. Сейчас вот эти тенсели или тенсели, пожалуйста, вяжем из него. Крапива, что там еще? Мы записывали вот здесь прям Целлулоза, вискоза, лен, шелк, хлопки. любой летний состав, абсолютно смесовки. Подходящие, у кого, может, где-то залежались какие-то моточки, ярнард, ализе, хлопки. Да, тоже, кстати, прекрасно да, подойдет прекрасно. Вот лен у меня тоже от Оксаны Ярн, но это итальяшка. Вот я не помню, как не фрискалина, как-то вот или Фестиваль. Фестиваль, вот. Многие девчонки знают и узнают, у многих 100% есть лен фестиваль с микропоеткой. 500 метров 100 граммов, да, в 2 сложения вязать. Получите эффект, как вот на моем шелковом топе, но эффект я имею в виду легкости, воздушности, прекрасного раскрытия. Смотря на какой температуре будут лен отстирывать от пропитки, 60 градусов, кто-то в кипятке замачивает. Вяжите обязательно. Уксус не играет роли, я говорю о температуре. Вяжите внимательно образец, стирайте образец и смотрите, подсядет он или нет. Потому что, когда я из льна вязала в прошлом году образцы, вспомни, половина цветов, все зависит от цветов. Цветовой гаммы. Да. Половина стали на месте, плохо вышла пропитка, так они и не отстирались у меня. Я плюнула, они меня выбесили. Половина у меня прекрасно разошлись. Половина у меня прекрасно разошлись, но они подсели. Поэтому, девочки, внимательно. И только один. Отталкиваться от образца и знать, какие брать спицы. Только один тогда прекрасно себя повел. Это когда я вязала образец. И так у меня руки до этого платья и не дошли. Помнишь, с вот этим красивым узором, как крючком, имитация крючок? Вот только тот образец в этом цвете сухая роза красиво себя повел. Он прекрасно разошелся, прекрасный размер, идеально. Ну и, в общем, этот образец канул в лету. Ну, потому что и так очень много мастер-классов. Вместе с его прекрасным раскрытием. Много всего и ничего не успеваешь. Да. Еще, как вариант, можно смело китайский хлопок с бусином, 390 метров в 100 граммах. В 100 граммах, не в бобинке, в 100 граммах. И микропоетка, тоже китайская, 800 метров в 100 граммах. Тоже у меня это все фактически от Оксаны Ярн. Очень классно бы смотрелось. Блин, это так красиво, да? Слушай, это состав розового платья. Да. Прекрасно ведет себя. Это розовое платье, которое я показывала на кулиске реглан погон сверху. Мама его вяжет. Там нужно смотреть тоже, брать. Очень классно. 3, 3,5 или 4. Потому что вот этот, бусины тянутся. Да, плывет. Смотря как вы вяжете, все зависит от вашего образца. И вроде бы хлопок с микропоеткой всегда сдерживает изделие, всегда его стабилизируется, потому что хлопок с микропоеткой расходится хорошо после стирки ВТО. Но вот этот вот дает о себе знать, именно с бусинами. Всегда растягивается уже, да, сколько они сталкивались, нужно с ним очень аккуратно. Изделие получается сногсшибательное и красивое, но нужно очень аккуратно. Также могу еще дать рекомендацию чисто от себя, для того, чтобы, если вдруг вы не можете регулировать, к примеру, плотность свою, да, плотность, вот вы вяжете свободно, вы вроде стараетесь, это у меня так было с женщиной, которая вязала костюм по моему МК, и она говорит, я тоже 2 раза наматывала хлопок фламе на палец, чтобы плотно вязать, попротыкала пальцы, но у меня все равно просвечивает. Как так получилось, что у вас не просвечивает? Я делаю все точно так же, как и вы. Я не знаю, как так могло получиться, это к примеру. Но если у вас вот такая прям беда с плотностью, берете деревянные спицы, вот и все, на которых нет полировки. Они не дадут возможность бегать петлям. Дело в том, что еще не просвечивает вещь, тогда, может, люди недопонимают, когда хлопок фламе стирается в стиральной машине. Так им объясняешь, ну я пишешь рекомендации. стираю в стиральной машине. Он прекрасно подсаживает. Он даже не то, что подсаживает, а он как-то вот забивается. Ну, красиво, то есть не бушлат. Он просто забивается. Фантастически. Вот я тебе сейчас дам юбочку. Вот, постиранную ее опять. Ой, это вообще этот костюм носить летом, я вот хожу, не Я нарадуюсь. не знаю, как можно, чтобы он просвечивал. Да не просвет, да у меня и на видео, я видео показывала, и вот Вот платье Ани он Катрес. пойдет И это он без примеси, без стирку, никакой, без потому смесовок. что он после съемки вымазался просто. Я вот юбку закину сейчас в машину. То есть он прекрасно
Вот Спокойно, так с он нижним прям бельем. как сжимается, вот этот хлопок, он не дает растянуться и поплыть. Но и он не становится как вот бушлат, сбитое изделие, сбитое полотно, что мне нравится. Кстати, даже сегодня мы снимали, где она. Кто из? Розовая. Разлетайка в спальне. Лентяйка. Лентяйка, да, у нас здесь разлетайка, круглая кокетка, самая базовая, самая, наверное, топовая, трендовая от новичка до профи. Ну ладно, профи это и профи, понятно, но новички у меня ее вяжут минимум в 10 экземплярах. Ну вот, лентяйку я вязала на 4 в 2 нити. Это как даже просто вот пример пряжи и так далее. Она свободно вязалась. Очень свободно я вязала, потому что 2 нити и вот этот вот хлопочек, он, ну, как часто микропоетка, вяжется тяжеловатенько, медленно. Вот, девочки, он не подсел, не просветился. Нет, если я его на 40 градусов постираю, он немножечко подсядет. Но я вязала очень свободно, и здесь метраж такой добрячий, 250, да плюс вот это 600 в общем выходит, где-то около 200 метров. Ну, я скажу, вообще прекрасный вариант. Шикарно. И я чувствовала себя очень комфортно. Мне вообще нравится этот хлопок И он флабель. легкий, очень легкий. Расход, вот что самое реально классное, расход. У меня расход на костюм просто фантастика. У меня девчонки не могут поверить в это. Я говорю, да, девочки, вот такая длина юбок и прочее, вот такой вот маленький расход. Даже потому что чем плотнее вяжешь, да, тем больше у тебя расход пряжи, естественно, будет. Шелк тоже Шикарно. прекрасный расход. Шелк вообще фантастический. Что по поводу расхода, девочки? Расход у нас в описании под видео. Кто у меня вяжет? Иностранцы. Иностранцы вяжут много, очень много вяжут турчанок из Латинской Америки, из Европы. Пожалуйста, переводчик сейчас доступен абсолютно везде. Я уже даже молчу про чат GPT. Переводим, все можно перевести. Тем более, что мы расход указываем и в граммах, и в метрах. Метры переводите в граммы, там уже что хотите, либо кто хочет какой-то свой По метрам авторский очень прекрасно считаются, сколько вы можете взять в микс. 100 или 3 Вообще штуки. просто замечательно, да. Также я оставлю ссылочку ссылочку в описании под видео калькулятора Ярни Калк. С ним вы можете себе создать абсолютно любой свой авторский микс с итоговым метражом, который мы заявляем, да, для данного мастер-класса. И, естественно, еще как вариант хочу предложить тоже для данного топа микропоетка на хлопке в 2 сложения. То есть здесь 800 метров в 100 граммах, да, в одну нить. В итоге получается у нас 400 метров в 100 граммах. Это самый доступный вариант для всех. Эта пряжа есть везде. Я не побоюсь. Вся и дешевка, но шикарный, Вот. шикарный результат, шикарная носибельность, машинная Да. стирка, глажка утюгом без тряпки. Узор будет выделяться великолепно на нем. Вот я и хотела сказать, я не побоюсь этого слова, дешманская пряжа, но шикарная. обалденная, просто я не знаю, я ее обожаю. Я вот этот вот топ ношу, мне очень нравится, и вот он у меня еще даже не стирался. Нереально красивый блеск, это моя круглая кокетка Ламель, где я схему взяла в интернете в свободном доступе, а переделывала несколько ночей. В смысле он еще не стирался? Так я его сколько вот, одевала. Не стирался он уже вот не пахнет даже. Потому что он висит Да, я его одевала несколько раз. в шкафу. Я его стирала уже 25 раз. Когда ты его 25 О раз чем ты стирала, говоришь? если вот он у меня висел, и я его носила. Я его стирала 25 раз. Аня, Мама, смотреть надо, что мать стирает и гладит. все, знаешь, я просто беру, одеваю и ношу. Это ты тоже стирала? Конечно. А то я не знаю. Стирала. Я тут рассказываю, что я ношу каждый день, и оно оказывается стиранное. Нет, я его стирала после вязания, еще не стирала. Ну вот, а я Второй уже раз. в нем и ездила несколько раз в магазин, и пешком Один ходила. раз я его стирала именно после вязания. Какие мы секреты узнаем? Так, что по поводу спиц? По поводу спиц все понятно, да, девочки? Если это шелк... Кстати, Мгм, если у кого-то будет вот такая пайетка, девочки, мгм. не плавится под утюгом, ничего. Я вот этот топ гладила тоже без Что, с тряпок. какой-то магией? Я понятия не имею. Но она пластик такой сейчас на пайетке выпускает, что он не огнеупорный. В общем так, дорогие мои, по поводу спиц, да, еще раз. Спицы, рекомендуемые спицы у нас 3, 3,5, 4, в зависимости от вашего состава, метража, да. Тройка 3,5 это у нас шелк
шелк с Все, что чем-то, плывет. все, что Вискоза. плывет. Да, 4 все, что садится, дает усадку. Или держится Элементарно. стабильно на месте. Да. Вот так Кстати, и вот запоминаем. этот он ни усадку не дал, в котором ты сидишь. Он, кстати, да, вот он как был, так и остался. Он как был, да, так и остался. И обалденный такой вообще, прям легкий, классный. Что еще у нас? Ну и, в принципе, все остальное также именно по материалам и расходу я прописываю в описании под видео. Самое главное, повторяю и буду повторять каждое видео, каждый анонс. Девочки, вся информация в описании под видео. Кнопочку еще нажимаем, разворачиваем, кому нужно, переводим. Потому что если я буду всю эту информацию глаголить в видео, нам не хватит и 1 часа для анонса. Все там кратко, максимально доступно описано. Схемы. Еще очень важная информация. По замерам в сантиметрах выкройка. А в топе идет нечетное количество рапортов. То есть будем извращаться в вязании, то есть в МК оно уже все продумано, Извращено. прописано. Вам просто нужно внимательно считать циферки, уметь делить 11 на 2. Так как не делится 12, добавлять везде одну петлю, это все прописано, рассказано. На схемках, да. Да, но 11 вам на 2 нужно уметь делить. Как минимум хотя бы 10 или 12. Не, девочки, это не Возьмем подстёп. Это для того, чтобы вы чётное. понимали и не задавали вопросов. Глупые Не вопросы. кипишевали, не паниковали. Ой, что-то у меня не получается. Мы эти все нюансы вот говорим сейчас прямо, да. Далее схемы и размерный ряд. Размерный ряд у нас от 40 до 56 размера. Схемы, все абсолютно схемы предоставляются по ссылке на моем Google диске. У вас будет несколько ссылочек в описании под видео. Я все прописываю. Там схемы переда, да, ссылочка такая-то. Скачиваем, распечатываем, отмечаем, вяжем в поездке без онлайн сопровождения, я имею в виду, и так далее. Схемы спинки точно так же. Схемы раппорта узора предоставлены вам как для поворотного, так и для кругового вязания. Плюс там, где поворотка, я еще перевела на английский язык. Это для англоязычных. Самое главное, да, все вовремя быстренько распечатать. Поэтому все схемы, я же говорю, в описании под видео ссылочки, быстренько все скачиваем, печатаем, а то у нас Всё. интернет такой интернет. И спокойно вяжем. Главное урвать. Девчонки, вы не одни такие, честно, поверьте. У нас интернет Отстойный. не то, что оставляет желать вот лучшего, это это просто топ. кошмар. Держи его. Держишь. Он так пахнет. Ну, он же стирал. Да. Чтобы ты не говорила, что не стирали. Смотрим, видим асимметрию. Ставим на паузу. Видим, не видим. За счет нечетного количества рапортов. Говорю сразу, здесь целый рапорт, здесь его половина. Но это не влияет на внешний вид полностью топа, так как это волнообразный узор, все сливается, все ажурное. Кого что не устраивает, берем, добавляем рапортов четное количество, пересчитываем все, вяжем сами, создаем новые мастер-классы, пишем: Ройзман, мы тебя уделали. Да. Мы только похлопаем в ладоши. Я буду очень рада, я даже свяжу. Да, поэтому прекрасный вариант, прекрасно все рассчитано, прекрасная везде отделочка, легких вам петель, удачи, распечатываем, вяжем и летом балдеем. Боже, какой он красивый, просто невероятно. Ты знаешь, какая меня гордость всегда берет? Сразу так вот чуть-чуть отклонюсь, буквально минутку. Меня всегда берет такая гордость идти по улице в своих вязаных изделиях, потому что вообще в Египте очень много египтянок, и египтян помешаны на вязании, это факт. И когда ты идешь, а пряжи здесь вот такой вот нет. Нет вообще. И когда ты идешь вся вот такая вот с блеском, и вообще египтяне блеск очень любят, пайетки, блеск, это же все для них. Когда ты идешь вся такая блестящая, в красивых изделиях, не вульгарных, да, элегантных, связанных своими руками, все ровненько, аккуратненько, красивенько. Это такая гордость, и ты получаешь массу восхищенных взглядов, особенно от женщин. Вы сами это связали? А где вы взяли? Как тебе некоторые есть пишут, обращаю внимание, вот у одних мастеров
все блестящее. Весь аккаунт блестит. Пайетка в 2 сложения вяжется, королевская. Там пайетка, просто одна сплошная пайетка. В 3, в 5. Боже, как это красиво. У Ройзман от этой же женщины комментарий. Какая цыганщина. От одной и той же женщины, я не могу. А я удивляюсь, у меня глаза лезут на лоб, а мне хочется дать в лоб. Вот, если честно. За вот такое вот. Поэтому готовься, скоро ты будешь египетская цыганщина. Но мне уже почти так и писали, но да? я ж не обращаю внимания, да, я же на бред как бы Поэтому, пропускаю девочки, мимо ушей. вяжем красивое, блестящее, занимаемся цыганщиной. А кто не любит блестящее, вяжем однотон. Я там еще блестящий халат вяжу. Да, вяжем бусины, вяжем, добавляем немного люрекса, кто не любит пайетку. Короче, комбинируем все, что хотим. Потому что это летнее изделие, довольно-таки простое, ажурное, красивое. В общем, по анонсу у нас все понятно, да? По пряже, в принципе, по аналогам тоже все понятно. Метражи я рассказала. Итоговый метраж, расход, все мы указываем в описании под видео. Мастер-класс идет продолжением сразу после этого видео, то есть все в одном видео, потому что у многих закрома, хомячи наши запасы и так далее. Вы можете уже приступать к вязанию, успеете связать, тем более, что девчонки, честно, вяжутся очень быстро. Нереально просто легко, элементарно. Очень Узор легкий запоминающийся. Вяжем, кайфуем, украшаем мир, блестим. Цыганщины. Всем до новых встреч. Разводить не будем. Да, всем до новых встреч и давайте приступать к вязанию. Так, ну что, дорогие, приступаем с вами к вязанию. У меня, напоминаю, 2 рабочие нити, да, соединяются в один простейший, но красивейший микс. Это 100% шелк Сета Малбери, артикул Регина от Filatissimo Color Studio, 400 метров 100 грамм, и микропаетка, да, Galaxy в 25 граммах, 340 метров. Берем круговые спицы номер 3, 60 сантиметров леска, основную рабочую нить и дополнительную бросовую. И открытым способом набираем нужное количество петель по вашему размеру. У меня это 187 петель плюс 1 петля для соединения в круг, что составляет 17 раппортов в окружности. Каждый раппорт из 11 петель. Каждый раппорт отделяется маркером, и каждый раппорт повторяется от маркера до маркера начала кругового ряда. Раппорт узора по кругу я провяжу вместе с вами на примере одного из раппортов, да, в общем, на примере 11 петель вяжется просто элементарно. Вот такие вот, да, схемки у вас для скачивания есть. У вас подписано, где для кругового вязания, где для поворотного. Я вам покажу все от каждой петли до каждой петли, поэтому никто не запутается. Сразу приготовьте нужное количество маркеров. Если у меня 17 раппортов, мне понадобится 18 маркеров, и один из них обязательно контрастного цвета для отметки начала кругового ряда. Для чего нам столько маркеров? Мы отделяем каждый раппорт узора, чтобы нигде не запутаться. Берем рабочую нить и соединяем ее с дополнительной бросовой вот таким вот образом. Оставляем приблизительно вот такой отрезок нити. Набираем первые 2 петли обычным способом. Это бросовые петли. Мы их спустим и никуда их не всчитываем. Далее меняем расположение нитей. Основную рабочую на указательный, дополнительную бросовую на большой палец. Заводим правую рабочую спицу под первую вот эту вот нить на большом пальце, подхватываем основную рабочую и спускаем. Это первая петля. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11. И сюда же мы добираем одну петлю для соединения в круг. Она у нас все равно потом уйдет. Вешаем маркер, и я набираю следующие 11 петель. То есть я не набираю общее количество петель, по примеру 90, 120 и так далее, чтобы не сбиться. Намного удобнее сразу набирать по раппортам. Каждый раппорт из 11 петель. Если у меня 17 раппортов, я набираю 17 раз по 11 петель. Снова первая, вторая,
третья, четвертая, пятая и так далее, пока не будет 11. И вешаю следующий маркер. Набираем так до конца ряда. Я набрала свое количество петель, 187 петель плюс 1 петля для соединения в круг, соответственно 17 раппортов у меня уже распределены, это очень удобно. Дополнительно бросовую нить обрезаю, оставляю вот такой вот отрезок и приступаю к вязанию. Сразу же разравниваем все наши петли, лицевая вот эта вот косичка наборного ряда должна быть только на лицевой стороне, то есть перед нами, чтобы у вас нигде ничего не крутилось, не закрутилось, потому что потом будете распускать. Вот так вот все продвигаем все петли, чтобы у нас все было ровненько. Соединяем наборный ряд в круг. Вот эти вот первые 2 петли просто спускаем с левой спицы, не провязывая ничего. Они у нас фиксировали открытый наборный ряд. Первую петлю и следующую, вторую. Здесь у нас на 1 петлю больше для открытого, для соединения. Эту петлю первую переносим на правую рабочую спицу, через нее накидываем первую петлю с левой спицы, да, вот таким образом. Здесь отрезочки хорошенечко стягиваем и вешаем маркер отметки начала кругового ряда. Вяжем нулевой распределительный ряд, провязываем его все петли лицевыми. Я вяжу бабушкиным способом, поэтому при круговом вязании провязываю лицевые петли за передние стенки лицевыми. Провязываем весь круговой ряд, все петли лицевыми. Все вот эти вот петли, для чего я и сказала, да, один маркер контрастный, чтобы он у вас выделялся отметкой начала кругового ряда. Провязываем все петли в окружности до маркера начала кругового ряда. Провязали круговой распределительный ряд, вот так у нас с вами получается. Обязательно следите, чтобы у вас вот первые 2-3 ряда всегда самые важные при открытом наборе петель и таком количестве, да, петель, чтобы у вас вот эта лицевая косичка была перед вашим лицом. Девочки, потом перекрутится, вы уже ничего не измените. Лучше сразу, если что, исправьте. Первый круговой ряд, да, вяжем, как и при поворотке, у нас 2 петли с наклоном вправо, провязываем 2 лицевые петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо, следующие 2 лицевые точно так же за передние стенки с наклоном вправо лицевой. Далее у нас 4 накида, между ними 1 лицевая петля, накиды я делаю от себя, накидываем 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая и 4 накид. Следующие 4 петли провязываем по 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Разворачиваем первые 2 петли, накид придерживаем, провязываем вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Следующие 2 лицевые петли точно так же разворачиваем и провязываем вместе лицевой за заднюю стенку с наклоном влево. Первый раппорт провязали. Повторяем заново раппорт от маркера до маркера начала кругового ряда. Встречаемся с вами во втором круговом ряду по раппорту узора. Провязали первый круговой ряд, второй круговой ряд по раппорту узора мы провязываем все петли лицевыми. Провязываем все петли лицевыми. Накид я провязываю лицевой за переднюю стенку, чтобы сформировалась ажурная дырочка. Провязываем все петли лицевыми до маркера начала кругового ряда. Третий круговой ряд вяжется точно так же, как и первый, и пятый круговой ряд вяжется точно так же, как и первый, а 4, 6 и 7 как второй, то есть все петли, да, лицевыми. Снова мы провязываем 2 петли с наклоном вправо за переднюю стенку, 2 петли с наклоном вправо за переднюю стенку. Специально показываю, чтобы не возникло ни у кого лишних вопросов. Снова у нас 4 накида, между ними 3 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая, 4. Придерживаем накид, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе с наклоном влево за заднюю стенку, 2 петли разворачиваем, провязываем с наклоном влево за заднюю стенку. Повторяем от маркера до маркера начала кругового ряда.
4 круговой ряд повторяем как второй, то есть все петли лицевые. Накиды провязываем лицевыми за переднюю стенку, чтобы сформировалась ажурная дырочка. Повторяем так от маркера до маркера начала кругового ряда. 5 круговой ряд вяжем как первый, то есть узор настолько элементарный, что этот топ реально связать за несколько дней. 2 лицевые петли с наклоном вправо, следующие 2 лицевые петли вместе с наклоном вправо за передние стенки, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе с наклоном влево за заднюю стенку, 2 петли разворачиваем, провязываем вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Повторяем так от маркера до маркера начала кругового ряда. 6 и 7 круговые ряды провязываем все петли лицевыми. 2 круговых ряда провязываем все петли лицевыми. Накиды провязываем лицевыми за передние стенки. Повторяем так от маркера до маркера начала кругового ряда, 6 и 7 круговые ряды. 8 круговой ряд провязываем все петли изнаночными, лицевые у меня смотрят правая стенка, я провязываю за правую стеночку. Провязываем все петли изнаночными до конца кругового ряда, от маркера до конца кругового ряда. 9 круговой ряд у нас все петли лицевые, и 10 круговой ряд снова все петли изнаночные. Так как мы провязали 8 вернее ряд изнаночными, да, изнаночные у нас открытые, смотрят левой стенкой, я провязываю за заднюю стенку лицевой. Провязываем до конца кругового ряда, от маркера до маркера начала опять-таки кругового ряда, все петли лицевыми. И последний 10 круговой ряд раппорта, все петли изнаночные. Лицевые смотрят правой стенкой, я провязываю изнаночными за правую стенку. Провязываем так от маркера до маркера начала кругового ряда. Провязали с вами первые 10 круговых рядов. Я провязала первый раппорт из 9 высоты тела изделия. И далее мы повторяем вязать оставшиеся, да, раппорты, 8 раппортов, либо 80 круговых рядов. Повторяя раппорт узора с 1 по 10 круговой ряд, то есть маркер переснимаем, да, если у нас изнаночные петли открытые, смотрят левой стенкой, у нас 2 раза 2 с наклоном вправо, мы их разворачиваем. Вот таким образом, да, и провязываем 2 петли с наклоном вправо за переднюю стенку. Снова разворачиваем, снова провязываем. И далее все по стандарту, накид, лицевая и так далее. Вяжем самостоятельно длину тела и встречаемся с вами на формировании проймы. Так, мы с вами провязали высоту тела до распределения на спинку и до формирования проймы. Вот так у нас с вами получается. У меня после стирки ВТО все подтянется и все будет красиво. Вот такая разница у меня по высоте тела до формирования проймы по хлопковому топу и по шелку. Но шелк у нас плывет, и все мы это знаем. Напоминаю, что хлопковый топ я вязала на спицах номер 4, шелковый я вяжу на спицах номер 3, потому что шелк хорошо тянется после стирки и ВТО. И разница в сантиметрах у нас, здесь у меня высота 27 сантиметров, плюс добавится айкорд, плюс опять-таки потянется после стирки и ВТО. И в хлопковом варианте у меня длина тела до формирования проймы 37 сантиметров. На примере образца посмотрим, да, после стирки ВТО, как ведет себя шелк. От изнаночных до изнаночных высоту у нас раппорт. Это, ну, вот фактически 5 сантиметров. До стирки и ВТО 3 сантиметра. Также не забываем, что после стирки и ВТО образца мы уже можем в сантиметрах высчитать, сколько нам добавить, либо убавить желаемую длину самого тела изделия. Может, кто-то из вас захочет связать платье, то есть вы вымеряете, как я только что, да, вымеряла, сколько сантиметров в высоту после стирки и ВТО, сколько сантиметров нужно добавить, либо убавить. От этого мы отталкиваемся, сколько раппортов нужно добавить, либо убавить. Даже если вы хотите мини-платье, например, вы добавляете такое же количество раппортов, ну, плюс-минус 1-2 раппорта. Это уже зависит по вашим пожеланиям. Приступаем с вами к распределению и сразу поэтапно
объясняю на примере хлопкового топа, что и как мы делаем. По ширине моего топа это 43 сантиметра. В окружности, в общем, это 86 сантиметров. Но он свободный, он хорошо тянется на мой объем груди 92. У нас выходит нечетное количество раппортов и, соответственно, петель в окружности. У меня на спицах в окружности 187 петель, опять-таки некратное количество петель. Ну и сразу, конечно, заметна разница по ширине. Наш наглядный пример: 4 раппорта у меня в образце, 4 раппорта смотрим, да, по телу в самом изделии, то есть тянется после стирки ВТО практически на раппорт. Ну и приступаем к разделению наших петель, общего количества петель на петли полочки спинки и полочки переда. Вязать мы приступаем, естественно, со спинки. Показываю на примере первого топа. Это наша с вами спинка, высота проймы. По высоте проймы у нас декоративная отделка, косичка айкорд. Здесь мы с вами будем при разделении сейчас выполнять перекрещивание, чтобы пройма не тянулась и выглядела аккуратно. Перекрещенные петли айкорда ложатся на спинку. То есть перекрещивание мы будем выполнять вовнутрь. В моем размере, напоминаю, у меня размер 44-46. В общем, в окружности у меня 17 раппортов. То есть я распределяю таким образом, что полочка спинки у меня 8,5 раппортов, полочка переда у меня также 8,5 раппортов. Раппорт узора очень простой и легкий, что у нас с разделительной центральной петлей в раппорте, которая делит раппорт на правую и левую часть. Показываю сразу на примере схемы. Делит равноценно. То есть, когда раппорт соприкасается с новым раппортом, у нас получается елочка. Поэтому узор в топе ложится красиво, ничего не сбивается, так как это простой узор из серии волнообразных узоров. Также у нас, опять-таки, по высоте проймы, да, в полочке спинки, в полочке переда выделяется по 6 петель для окантовки. 3 петли уходит на айкорд и просто 3 лицевые петли, которые мы всегда будем провязывать лицевыми и изнаночными петлями в зависимости от поворотных рядов. И, естественно, вот эти 2 ряда, то есть 8 и 10 мы будем вязать лицевыми петлями в изнаночных поворотных рядах, чтобы у нас вот здесь вот так вот красиво выделялась и продолжалась волна до края проймы. То есть здесь у нас видно лицевые петли, косичка, айкорда, кромка, да, и вот эти вот изнаночные ряды. Все остальное мы вяжем строго по раппорту узора. У нас здесь получается все красиво, одинаково, с прекрасным кантиком. Начинаем с полочки спинки. По своей схемке и своим расчетам я отсчитываю от начала кругового ряда ровно 8,5 раппортов. Очень удобно считать по раппортам, потому что мы отделяли каждый раппорт маркером по 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раппортов. И так как у нас некратное количество петель в раппорте, то есть 11 петель напополам не делится, мы забираем со следующего раппорта 5 петель и здесь прибавляем 1 петлю для симметрии в этих 5 петлях. Это у нас будет полноценно начало поворотного, лицевого и изнаночного ряда в будущем при вязании высоты проймы. То есть мы в конце поворотного ряда высоты проймы по спинке прибавим 1 петлю. Во всех, абсолютно всех размерах будет одинаковое количество распределения по раппортам. То есть, если у меня идет 8,5 раппортов, на размер меньше у вас 7,5 раппортов, на размер больше у вас 9,5 раппортов и так далее. То есть, вы на данном этапе повторяете сейчас четко, строго вместе со мной каждую петлю. Девочки, запомните обязательно, в любом мастер-классе, в любом изделии, где идет нечетное количество петель в раппорте узора, при распределении добавляется петля для симметрии. Так же, как посмотрев у мастеров узоры на YouTube, везде есть петли для симметрии. Ну, не везде прям, естественно, но во многих случаях.
Поэтому для вас это не в новинку, и я думаю, никаких лишних вопросов возникать не будет. Тем более, что вы повторяете за мной порядово и попетельно. Далее, как вязать данный узор при поворотном вязании, я записывала отдельно видеоурок, ссылочка в описании под видео. Я не буду его сейчас на примере высоты проймы показывать, как его провязывать, все 10 поворотных рядов. Смотрим узор и повторяем точно так же. Все это легко, просто и элементарно. С вами я провязываю буквально 1-2 поворотных ряда только для того, чтобы разделить на перед и спинку. И далее вы вяжете свое количество поворотных рядов высоты проймы по спинке, а я свое. И встречаться мы с вами будем уже на формировании скоса плеча и одновременно до закрытия петель по горловине, моделирования нашего выреза по горловине. Моя высота проймы составляет 46 поворотных рядов именно до формирования скоса плеча. Все схемки есть у меня на Google диске, ссылочка в описании под видео. Опять-таки, чтобы не задавали вопросы, а где ссылка, где искать схемы, слушаем внимательно, раскрываем описание под видео, скачиваем все схемы, отмечаем для удобства. Я провязываю по раппорту и одновременно перекрещиваю и выделяю петли. Смотрите. Вот здесь у меня маркер отметки начала кругового ряда. Сейчас у нас начинается первый поворотный лицевой ряд высоты проймы по спинке. Мой первый ряд из 46 рядов до формирования скоса. Вот эти 3 петли я переношу на левую спицу, перекрещивая с 3 петлями с левой спицы. Да? Вот таким образом переносим правой рабочей спицей. Заводим в первые 3 петли левой рабочей спицы перед работой, заводим в последние 3 петли кругового ряда, да, последние 3 петли раппорта. Эти петли я вот так снимаю с правой спицы и снова их надеваю на правую спицу, то есть вот таким образом перекрещиваю. Теперь вешаю маркер отметки начала ряда, я его потом сниму, здесь эти петли не провязываю, мы их провяжем потом. 3 петли айкорда в начале и в конце поворотного ряда спинки у нас выделены для той самой окантовки, той самой косички айкорда. В лицевых поворотных рядах в начале и в конце поворотного ряда 3 петли мы провязываем лицевыми, в изнаночном поворотном ряду всегда снимаем, не провязывая нить перед работой. Я покажу. Сейчас провязываем эти 3 петли лицевыми. Следующие 3 петли также провязываем лицевыми. Мы эти 3 петли после петель айкорда провязываем всегда лицевыми до 8 и 10 поворотного изнаночного ряда. В 10, 8 и 10 поворотном изнаночном ряду, именно изнаночных рядах мы провязываем лицевыми, чтобы на лицевой стороне были изнаночными. Я уже объясняла, показывала, чтобы получалось, продолжалась, вернее, вот эта вот красивая волна изнаночных петель. Все, далее я провязываю по раппорту. У меня 5 петель, да, 5 петель по раппорту. У меня идет накид, лицевая накид и 2 раза по 2 вместе. 2 раза по 2 вместе, естественно, компенсируется накидами, 2 накидами. То есть у нас нигде узор не деформируется и петли не теряются. Я делаю накид, 1 лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево за заднюю стенку, 2 петли вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Маркер переснимаю и далее продолжаю по раппорту. 2 петли разворачиваю, провязываю вместе с наклоном вправо, 2 петли провязываю, разворачиваю вместе с наклоном вправо, накид лицевая, накид 2 лицевая, накид 3 лицевая, накид 2 с наклоном влево. Я сразу отделила, показала вам, как отделила количество петель. Если что, если вы не успели отделить, то у вас на схемке указано количество петель, сколько нужно, да, провязать. То есть вот моя спинка, общее количество петель у меня 93 петли, и мы добавляем 1 петлю для симметрии, то есть 94. В эти 93 входят все вот эти вот петли по раппорту узора и петли по 6 петель наших окантовок. То есть в общем... Если вы где-то что-то путаетесь, я показывала, как по раппортам прочитать. Сразу отделите вот здесь себе маркером, девочки, это будет очень удобно. Провязываем до вот этого разделительного маркера, где у нас остается 5 петель. Мы с вами прибавим 1 петлю для симметрии.
Я дошла до своих 5 вот этих вот петель. И сейчас прибавлю одну петлю между вот этими двумя, да, изнаночными петлями. Провязываю первую изнаночную лицевой. Следующую петлю я вот так снимаю, накидываю поверх спицы. Вот я ее не спускаю. Видите, у меня 2 дужки. Провязываю лицевой, одну дужку спускаю, за левую дужку провязываю скрещенной лицевой. Одну петлю прибавила. Следующие 3 петли нам также нужно перекрестить вовнутрь, да, как и в начале поворотного ряда. Теперь мы вот эти 3 петли переснимаем на правую рабочую спицу. Маркер этот пока убираем. И следующие 3 петли я также переношу одновременно вот так вот на правую рабочую спицу. Левая спица за работой, я ввожу ее в предыдущие вот эти вот 3 петли, просто, да, меняю местами. Соответственно, перекрещиваем. Правой рабочей спицей подхватываю эти 3 петли. Вот таким образом сюда снова вешаю маркер. Потом эти маркеры можно убрать. Возвращаю эти 3 петли на левую спицу и провязываю их лицевыми. Разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд. И в изнаночных поворотных рядах мы всегда 3 петли кромки айкорда снимаем, не провязывая нить перед работой. 1, 2, 3. И не затягиваем никогда, ни в коем случае. И далее все петли провязываем, да, по раппорту узора и по рисунку. 3 петли, которые у нас идут в окантовку 6 петель, я провязываю изнаночными, прибавленная петля. Все остальные петли по раппорту узора. Накиды провязываем изнаночными за переднюю стеночку, чтобы сформировалась ажурная дырочка. В конце поворотного ряда спинки точно так же 3 изнаночные петли из окантовки 6 петель и 3 петли кромки айкорда, не провязывая, переснимаем на правую спицу нить перед работой. Дошла до конца поворотного ряда. 3 петли из окантовки изнаночными я провязала, и 3 петли у меня кромки айкорд я переснимаю нить перед работой, не провязывая. Обязательно следите за тем, чтобы вы не затягивали петли айкорда, чтобы у вас не стягивалась пройма. Этот маркер я, наверное, пока оставлю, сниму его через пару рядов. Лицевой поворотный ряд, 3-й поворотный лицевой ряд я провязываю 3 петли кромки айкорда лицевыми. Следующие 3 петли окантовки лицевыми. То есть в лицевых поворотных рядах кромку мы всегда айкордом, который провязываем лицевыми, в изнаночных поворотных рядах снимаем петли, не провязывая. Вяжем так самостоятельно по раппорту свое количество поворотных рядов. У меня это 46 поворотных рядов до моделирования скоса плеча. И я встречаюсь с вами, когда провяжу свой 46-й поворотный изнаночный ряд. Не забываем, что 3 петли айкорда, да, вы их даже можете отделить, чтобы вы не забыли и не путались. 3 петли айкорда у нас лицевые, следующие 3 петли всегда лицевые, но в 8 и 10 поворотных рядах мы провязываем их строго по раппорту узора, то есть в изнаночных рядах лицевыми, чтобы у нас продолжались вот эти вот изнаночные волны, только в этих 2 поворотных рядах. Так, ну что, друзья, я провязала свои 46 поворотных рядов высоты проймы по раппорту. И сейчас я приступаю к формированию, моделированию скоса плеча. Каждого плеча, правого и левого плеча отдельно. Мы будем вязать их отдельно, одновременно. Сейчас мы будем закрывать центральные петли по горловине. И начнем с того, что мы с вами провязываем сейчас первый поворотный лицевой ряд из общего количества 11/12 поворотных рядов. То есть в левом плече по спинке у нас 11 поворотных рядов скос плеча. В правой полочке 12. У нас в одной из полочек, полочки спинки и полочки переда, всегда идет один нейтральный ряд, который провязывается, да, от начала до конца, сравнивая тем самым точки разворота. Эти цифры, это для новичков объясняю, это точки разворота
в каждом плече для моделирования того же скоса, да, от того же нашего плеча. Мы сейчас провязываем с вами, у меня это 7-й лицевой поворотный ряд по раппорту узора, одновременно он же первый ряд из 11 дробь 12, я его отмечаю вот здесь себе на листике, ну, либо где вам удобно, на любом вашем листике, где вы делаете заметки, да. Я его отмечаю как первый ряд, провязываю от начала свои 38 петель, закрываю центральные 18 петель горловины и провязываю оставшиеся 38 петель, не довязывая первые 8 петель для моделирования скоса плеча. То есть общее количество петель у меня 94 петли, да? Мне нужно убавить в общем 28 петель по горловине, убавить, закрыть. Но я закрываю центральные 18, да, и делю на 2 равные полочки спинки, правая, да, полочка и левая полочка спинки. И далее я вяжу поворотными рядами, выполняя закрытие петель по внутренней части, да, горловины. У меня 3 раза по 2, 2 и 1 петле. То есть здесь я 5 петель в общем закрываю, и потом в правом плече, в правой полочке спинки точно так же. Одновременно с закрытием петель в лицевых поворотных рядах левой полочки спинки я выполняю скос плеча, да, укороченными рядами. Скос плеча я выполняю укороченными рядами немецким способом вывернутой петли, как я вяжу в принципе и сам росток. Если вы выполняете данное действие обвитием петли, либо с помощью накида, как вам удобно, девочки, это абсолютно не принципиально. Я делаю так, как делаю я всегда. Здесь разницы абсолютно никакой. Провязываем сейчас первый поворотный лицевой ряд из общего количества рядов формирования, да, скоса, и отдельно вяжем каждое плечо нашей спинки с закрытием одновременно петель по горловине, одновременно моделированием скоса плеча. Все очень легко и просто. Я показываю по своей схеме, такие же самые схемы у вас. Ссылочка в описании под видео для скачивания с моего Google диска. Слушаем внимательно и не забываем, чтобы не писали в комментариях, а где взять схемы. Все есть в описании под видео. Разворачиваем, читаем и скачиваем. Вы смотрите на свои схемки и повторяете эти же действия, только по своему количеству петель. От начала ряда я сейчас провязываю первые 38 петель. Естественно, все по раппорту узора. У меня это получается 7-й поворотный лицевой ряд. Все петли лицевые. Вот так у нас с вами смотрится окантовка по высоте проймы. Сравните со своей, то, что я и говорила, да, у нас все петли лицевые в окантовке по 3 петли и косичка и корда, и только по 2 ряда мы провязываем изнаночными, чтобы вот здесь красиво продолжался узор, чтобы вот здесь не была такая грубая окантовка, только лицевыми петлями. Провязываем 3 петли айкорда, не затягиваем, смотрите, у меня свободно, ничего не стянуто. И у нас, да, по раппорту все петли лицевые. И просчитываем свое количество петель, у вас указано на схеме. У меня это 38 петель. Я провязала свои первые 38 петель и закрываю центральные 18 петель. Я их закрываю обычным классическим способом. Провязываю первые 2 петли лицевой, да, одну петлю закрыли. Следующую петлю провязываю лицевой, накидываю первую петлю. 2 петли закрыла, следующую петлю провязываю лицевой, накидываю первую петлю, 3 петли закрыла, следующая, накидываю 4, плотно очень прям не закрывайте, 5, маркер убираю, 6 и так далее. В общем 18 петель. Я закрыла 18 петель. И у меня остается 38 петель левого плеча по спинке. Я провязываю петли по раппорту узора. Далее, да, вот у меня одна петля осталась. Я провязываю оставшиеся петли, не довязывая 8 петель в конце поворотного ряда. Если вы хорошо запомнили раппорт узора, эти маркеры можете убрать. Я их пока специально не убираю, чтобы никто не путался. Довязываем до конца ряда, не довязывая свое вот это вот первое количество петель. Также я себе схемку распечатываю в 2 экземплярах, всегда вот так вот. И на ней уже отмечаю отдельно себе скос плеча. Это очень удобно, чтобы нигде не путаться.
Я закрыла центральные петли по горловине 18 петель. Здесь у меня остается ровно 38 петель. Я все пересчитала, перепроверила. Вы также себя обязательно перепроверяйте. И теперь я провязываю ряд до конца, не довязывая последние 8 петель в конце поворотного ряда. Можно их отделить дополнительно маркерами. Я так обычно всегда и делаю, когда вяжу лицевой гладью. Но так как у нас здесь много разделяющих маркеров раппортов узора, мы будем ориентироваться по вывернутым петлям. Никто не запутается, вывернутые петли очень хорошо видно. Я повторяю, я продолжаю провязывать по раппорту, смотрю, как у меня ложатся петли от конца раппорта, да. У меня все петли лицевые в данном ряду, и я провязываю их все лицевыми, не довязывая 8 петель, не провязывая точнее. У меня остается 8 петель, я провязываю первую из 8 петель, разворачиваюсь на изнаночный поворотный ряд и переснимаю ее, не провязывая. Рабочей нитью вот так вот с изнанки на лицо я ее выворачиваю. Все, она у меня вывернутая. Вот мои 8 петель, она у меня вывернутая. Далее я отмечаю у себя 7 ряд, да, и ну пусть будет вот так вот первый ряд. Прописываю себе здесь, да, 18 петель и дробь 8 петель. Дробь 8 петель, это я себе отмечаю вывернутую петлю, да, в этой точке разворота. Я провязываю по рисунку, по раппорту при поворотном вязании. У меня 8 поворотный изнаночный ряд, все петли лицевые, не провязывая последнюю петлю. То есть мы с вами одновременно разделили, да, спинку на 2 плечика. И сейчас вяжем именно левое плечо. Провязываю все петли этой левой полочки спинки, не провязывая последнюю петлю. У меня остается последняя петля. Я разворачиваюсь, я ее не провязываю. Разворачиваюсь, отмечаю, что провязала второй поворотный изнаночный ряд, он же 8 по раппорту. Эту петлю переношу на левую спицу, вот эту вот первую, да, которую мы не провязали. И через нее протягиваю вот так вот вторую петлю. Слева направо вот так вот завожу и протягиваю. Провязываю следующую петлю лицевой. Это 9 поворотный лицевой ряд по раппорту узора. У меня вы смотрите на свое количество поворотных рядов, какой ряд по раппорту узора у вас. И через нее перекидываю эту первую петлю. То есть закрываю 2 петли по горловине. Провязываю петли лицевыми по раппорту, не провязывая следующие 5 петель перед предыдущими 8 петлями. Я смотрю по своей схеме, вы смотрите на свое количество петель. Провязываю. Я дошла до этих 5 петель. Смотрите, вот здесь у нас двойная петля, она вот такая вот несуразная, да, выкрученная, вся вывернутая, ее хорошо видно. Она состоит из 2 стенок, потому что вывернутая. От нее отсчитываю следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Эту 5-ю петлю провязываю лицевой. Разворачиваюсь, переношу ее на правую спицу и точно так же выворачиваю с изнанки на лицо. Все, она у меня тоже двойная. Отмечаю, что провязала 9 ряд по раппорту узора, закрыла 2 петли, сформировала точку разворота и отмечаю 3 ряд, да, 2 петли закрыла по горловине и следующая точка разворота. Провязываю петли лицевыми, потому что у меня 10 поворотный изнаночный ряд, все петли лицевыми до конца, не провязывая последнюю петлю. У меня последняя петля, я разворачиваюсь. Отмечаю, да, что провязала 10 ряд и 4 ряд. Переношу ее на правую спицу и закрываю следующие 2 петли. Протягиваю вторую петлю через эту первую петлю, следующую петлю провязываю лицевой, через нее перекидываю первую петлю. Сразу отмечаю, что закрыла следующие 2 петли. И я продолжаю вязать, не провязывая следующие 5 петель. Вот у меня первые 8, следующие 5, и от них отсчитываю следующие 5. Вот у меня вывернутая петля, да, и от них отсчитываю следующие 5 петель. 1, 2, 3, 4, 1 петля после маркера, то есть последняя петля в моем вот этом вот сейчас раппорте. Я провязываю петли по раппорту узора настолько, насколько могу их
провязать до вот этой вот последней петли. И в этом раппорте у меня получается последняя петля в конце, да, она провязывается вместе с предыдущей 2 вместе, и следующие также 2 вместе. То есть я провязала 2 вместе, компенсировала 2 накидами, центральная петля лицевая, и сейчас я не могу компенсировать накидами, выполнить накиды, потому что если я выполню 2 накида, то есть накид, лицевая, накид, и потом 2 вместе, у меня будет 2 лишних накида, поэтому я просто провязываю 3 и 4 петлю лицевыми. Эту петлю провязываю последнюю лицевой, разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд. Это у меня был первый ряд по раппорту узора, и 5-й ряд я закрыла 2 петли по горловине и выворачиваю петлю в следующей точке разворота. Переношу, выворачиваю, провязывая все петли по рисунку, все петли изнаночными до конца, не провязывая в конце 1 петлю. Дошла до конца, отмечаю, что провязала 2-й ряд по раппорту, 6-й поворотный изнаночный. У меня 7-й поворотный лицевой ряд, и я закрываю 1 петлю по горловине по моей схеме. Точно так же разворачиваю, вернее не разворачиваю, а возвращаю петлю на левую спицу, через нее протягиваю 2-ю петлю. И далее у меня 3-й поворотный лицевой ряд по раппорту узора, я провязываю петли лицевыми, потому что следующие петли мне некак компенсировать накидами. Я провязываю 4 петли лицевыми, чтобы не нарушать сам раппорт узора. И далее у меня по раппорту я смотрю, где последняя вывернутая петля, вот она у меня, да, от нее отсчитываю следующие 5, 1, 2, 3, 4, 5. И у меня остается 5 петель. Я их провязываю по раппорту, то есть 2 вместе с наклоном вправо, да, разворачиваю, 2 вместе с наклоном вправо, разворачиваю, и как раз компенсирую 2 накидами: накид, лицевая, накид, и вот у меня эти 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ю провязываю, разворачиваюсь и выворачиваю ее, придерживая здесь накид, а накид провязываю изнаночной петлей по рисунку. 3-й ряд провязала и отмечаю 7-й ряд, у меня 1 петля закрыта, да, и точка разворота. Провязываю петли изнаночными до конца вместе с последней, да, петлей. Это у меня 8-й ряд. Разворачиваюсь, провязываю петли по раппорту, не провязывая последние 5 петель. Но так как у меня здесь некак компенсировать накидами, я провязываю петли лицевыми. Вот мои 5 петель от вывернутой 1, 2, 3, 4, 5. Я провязываю 5-ю лицевой, разворачиваюсь и выворачиваю ее. Отмечаю, что провязала 5-й, да, ряд якобы по раппорту, 9-й поворотный лицевой, и предпоследняя была у меня точка разворота. У меня осталось четко 5 петель, как по схемке. Выворачиваю ее, провязываю петли изнаночными до конца, 5 петель оставшиеся. Отмечаю 10-й ряд, разворачиваюсь на лицевой и провязываю все петли до конца лицевыми. Абсолютно все. Вывернутую петлю провязываю лицевой. Сейчас покажу. Маркер убираю, провязываю за 2 передние стенки лицевой петлей. Провязываю все петли лицевыми, в том числе и вывернутые петли. Вывернутая вот двойная, лицевой за переднюю стенку. Вывернутая двойная, лицевой за переднюю стенку. Я закончила с левым плечом, рабочую нить обрезаю.
Оставляю приблизительно вот такой вот длины отрезок и приступаю к правому плечу в зеркальном отображении. Отмечаю также у себя обязательно, что у меня был провязан последний вот этот 11 ряд. Правое плечо мы выполняем в зеркальном отображении, развороты выполняем в изнаночных поворотных рядах, убавки по горловине в изнаночных поворотных рядах. Так, приступаем с вами к вязанию правого плеча в зеркальном отображении. Закрытие петель по горловине и развороты для моделирования скоса плеча выполняем в изнаночных поворотных рядах. Вот я перенесла петли левого плеча на вот такую булавку вспомогательную. Очень дешево стоит, но очень всегда в помощь. Либо можно на леску 40 сантиметров, либо дополнительную бросовую нить, как вам удобно. Разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд, так как мы первый основной ряд, да, вот из 12 провязывали, мы одновременно закрывали центральные петли по горловине и переходили к левому плечу. То есть этот первый ряд у нас был провязан. Его можете даже у себя вот здесь отметить и ниже отмечать, начиная со второго ряда. Второй поворотный изнаночный ряд. Я беру рабочую нить, оставляю приблизительно, ну, вот такой вот длинный отрезок. Все это можно аккуратненько потом спрятать, ниточки не толстые. И закрываю первые 2 петли одновременно в конце поворотного ряда, не довязывая 8 петель. Вот у меня первая, да, петля. Я ее снимаю, следующую петлю разворачиваю, чтобы смотрела правая стенка, и протягиваю через эту первую петлю. Следующую петлю, это у меня получается второй поворотный, да, изнаночный ряд. По рисунку по раппорту в изнаночном ряду я провязываю эту петлю изнаночной, протягиваю через эту первую петлю. И вот здесь вот аккуратненько сразу можно вот этот вот отрезок связать с основной рабочей нитью. Сейчас я перед работой. Не супер прям плотно, девочки, не переусердствуйте, чтобы у вас петлю не стянуло. Просто ее аккуратненько вот так свяжите в узелочек и зафиксируйте. Далее продолжаю вязать по раппорту узора. Это у нас второй поворотный ряд из 12, да, но он же у нас 8 поворотный ряд по раппорту узора. То есть я вот себе с левой стороны отмечаю, мне это будет удобно. Я провязываю все петли лицевыми, чтобы на лицевой стороне они были изнаночными. Провязывая все петли лицевыми, не провязывая 8 петель в конце поворотного ряда правого плеча. У нас остается 8 петель, у меня остается 8, у вас свое количество петель. Я эту 8 петлю провязываю лицевой, разворачиваюсь и выворачиваю ее с лицевой стороны на изнанку. Переснимаю на правую рабочую спицу, не провязывая, выворачиваю. Она двойная с лицевой стороны, двойная с изнаночной. Провязываю одну петлю лицевой, отмечаю у себя провязанный второй ряд, да, и сразу 2 петли по горловине, дробь 8 петель. И на схемке, что провязан 8 поворотный ряд по раппорту узора по рисунку. По раппорту у меня сейчас 9 поворотный лицевой ряд, все петли лицевыми, он же 3 от моделирования скоса до плеча. Я провязываю ряд до конца, не провязывая последнюю петлю. У меня остается последняя петля, сразу отмечаю, что провязала 9 ряд по раппорту и 3 из вот этих 12 рядов. Разворачиваюсь, эту последнюю петлю переношу на левую спицу, протягиваю через нее вторую петлю, то есть закрываю, да, две петли по горловине. Маркер этот снимаю и следующую петлю провязываю. У меня по раппорту она лицевая, да, это 10 поворотный изнаночный ряд по раппорту узора. Провязываю лицевой, протягиваю через первую петлю. Далее провязываю петли лицевыми, не провязывая следующие 5 петель. Я дошла до этих 5 петель, вот у меня 8 петель, 8 вывернутая, отсчитываю следующие 5, 1, 2, 3, 4, 5. Пятую петлю провязываю лицевой, разворачиваюсь, выворачиваю ее с лицевой стороны, да, на изнанку. Она двойная с лица и с изнанки. Отмечаю, что провязала 10 ряд по раппорту, закрыла 2 петли и выполнила разворот. 4 ряд у меня из 12.
2 петли по горловине, разворот. Далее у меня 5-й ряд, и он же 1-й ряд по раппорту узора. Я смотрю, как у меня везде смотрят петли. Провязываю петли по раппорту, совмещая петли по этому же раппорту узора до конца, не провязывая последнюю петлю. 5-й ряд провязала, он же 1-й по раппорту, разворачиваюсь наизнанку и закрываю последнюю одну петлю. Протягиваю ее через 1-ю. Далее провязываю все петли изнаночными по раппорту узора, не провязывая следующие 5 петель от предыдущих. Я дошла до этих 5 петель, вот у меня была вывернутая, отсчитываю следующие 5, вот вывернутая петля, ее хорошо видно, у вас ее тоже хорошо видно. 1, 2, 3, 4, 5, 5 у меня накид, я провязываю по рисунку изнаночной петлей, разворачиваясь, и эту петлю также выворачиваю. Только нить у меня за работой, потому что провязывала изнаночной, поэтому выворачиваю с изнанки на лицо, вот таким образом. И вот она получается двойная. Отмечаю у себя, да, что провязала 2-й ряд по раппорту, 6-й с закрытием последней петли, 1 петли по горловине и точкой разворота. Провязываю 3-й поворотный лицевой ряд, он у меня по раппорту. Провязываю до конца, где могу, выполняю накиды и 2 вместе, и последнюю петлю также провязываю изнаночной. 8-й ряд из 12 провязываю по рисунку, у меня все петли изнаночные, это 4-й ряд по раппорту, не провязывая следующие 5 петель от предыдущей вывернутой. Дошла до этих 5 петель, она была на накиде, 1, 2, 3, 4, 5, провязываю 1 петлю изнаночной, разворачиваюсь, отмечаю 8-й ряд, 5-ю точку, ой, 5-ю петлю, разворачиваюсь, выворачиваю ее, провязываю 9-й ряд из 12, он же у меня 5-й по раппорту, опять-таки по раппорту. 10-й ряд, дошла до 5-й петли, провязала ее изнаночной, выворачиваю на лицевой стороне. 11-й ряд, все петли у меня лицевые, это был 6-й ряд по раппорту. И последний 12-й поворотный изнаночный ряд я провязываю все петли изнаночными до конца ряда. Двойные петли точно так же. Двойную петлю провязываю изнаночной за 2 задние стенки. Маркеры попутно снимаем. Так, ну что, друзья, приступаем к нашему переду. В принципе, надеюсь, никто ни в чем не запутался. Показываю уже максимально подробно. И что у нас по нашему переду? Вяжется все тоже очень быстро и просто. Я показываю по примере своей схемы, своих расчетов количества петель и рядов. Вы смотрите на свою схему. Высота проймы также составляет 46 поворотных рядов по моему размеру, да, размер 44-46. И 11/12 поворотных рядов моделирования, да, скос плеча. Также формируем вырез по горловине. Он у нас немножечко ниже. У меня он по сравнению со спинкой по высоте разница в 10 поворотных рядов, да, то есть 46 поворотных рядов я вяжу пройму до формирования скоса плеча, да, а убавки по горловине начинаю с 37 поворотного лицевого ряда из 46 вот этих вот рядов. Я закрываю 12 центральных петель и перехожу провязывать, закрывая по 1 петле в каждом поворотном лицевом ряду отдельно каждой полочки переда. Когда я закрою, у меня на это уходит 10 рядов, да, по 1 петле, я потом приступаю к моделированию скоса плеча. Все точно так же, как и по спинке. Все развороты и так далее. Берем рабочую нить. Сейчас провязываем по раппорту узора вот это свое первое
количество поворотных рядов. То есть я провязываю 36 поворотных рядов из 46. В 37 поворотном лицевом ряду начинаю закрывать центральные петли по горловине и выполнять разделение правой и левой полочки переда. Оставляю приблизительно вот такой вот отрезок нити. У меня 94 петли на спицах. Здесь мне прибавлять петлю для симметрии не нужно. Мы с вами выполняли перекрещивание, айкорд и декоративная отделка по краю проймы. Все остается точно так же, как и по спинке. Провязываю первые 3 петли лицевыми и следующие 3 петли также лицевыми. И это у меня первый поворотный лицевой ряд одновременно по раппорту узора. Все, у нас абсолютно все вяжется, как и по спинке, я имею в виду декоративная обработка, да, проймы, края по 6 петель. Вяжем с вами свое количество поворотных рядов до закрытия петель, центральных петель по горловине и встречаемся с вами. У меня это 37 поворотный лицевой ряд из 46 рядов высоты проймы. Это не значит, что 46 рядов, это все, на этом пройма заканчивается. У нас еще скос плеча, не забывайте. Встречаемся с вами на вот этом вот вашем поворотном лицевом ряду. Еще раз, у меня это 37 ряд из 46. Итак, я провязала свои первые 36 поворотных рядов высоты проймы из 46, именно высоты проймы без формирования скоса плеча. Теперь я выделяю 10 поворотных рядов на убавки по горловине. И одновременно мы с вами закрываем центральные петли по горловине и вяжем раздельно правую и левую полочки переда. Я провязываю свои первые 41 петлю. Это у меня правая полочка переда разделяется. У меня 37 лицевой поворотный ряд. Провязываю его по раппорту узора. У меня это как раз 7 поворотный лицевой ряд лицевыми петлями. И я провязываю 41 петлю. Обязательно считайте, перепроверяйте каждую петлю, чтобы вы не ошиблись. Я провязала 41 петлю, и точно так же, как и по спинке, закрываю 12 петель. Первые 2 лицевые провязываю вместе лицевой, закрыла 1 петлю, далее вторая, накидываю первую петлю, третья, накидываю первую петлю, четвертая, сильно не затягивайте, пятая и так далее. Провязала и закрыла, и далее довязываю правую полочку переда, это уже правая полочка переда, довязываю ее до конца. Никакого скоса плеча мы сейчас не выполняем, только после того, как вот я закрою свои петли по горловине. В ваших размерах вы смотрите на свою схему и количество поворотных рядов, я на свою. У меня скос плеча начинается четко, как и по спинке, с 47 поворотного лицевого ряда. Разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд. У меня это 8 ряд по рисунку по раппорту. Я провязываю все петли лицевыми, только правой полочки. Мы с вами разделили на 2 полочки и отдельно вяжем правую и левую полочки переда. Я довязала до конца ряд, последнюю петлю не провязываем, точно так же, как и по спинке. Мы закрываем по одной петле. Эта петля у меня на левой спице, я через нее протягиваю вторую петлю. То есть одну петлю закрыли. Далее у меня 9 поворотный лицевой ряд по раппорту, да, все петли лицевые, я провязываю все петли лицевыми. А в левой полочке переда наоборот, как и в спинке, мы закрываем по одной петле в изнаночном поворотном ряду. Все абсолютно одинаково. Здесь мы не выделяем никаких лицевых дорожек, не закрываем, к примеру, выделяем кромочную, да, одна лицевая, и потом у нас убавки там по одной петле, 2 с наклоном влево, 2 с наклоном вправо. Нет, здесь мы закрываем вот таким способом по одной петле, потому что у нас здесь будет идти окантовка способом айкорд. И никакие нам здесь красивые выделяющиеся такие же окантовочные лицевые дорожки с красивыми убавками не нужны абсолютно. Вяжем так, закрывая, убавляя свое
количество петель. Приступаем к формированию скоса плеча точно так же, как и по спинке. У нас на это уходит 11-12 поворотных рядов в зависимости, да, от полочки переда. Это вы выполняете уже самостоятельно. Скос плеча выполняется как и по спинке. У меня скос плеча начинается с 47-го поворотного лицевого ряда. И в левой полочке переда я вам покажу только убавки, вдруг кто забыл или запутался. Точно такие же убавки, как и по спинке, но все равно покажу. А скос плеча вы также выполняете самостоятельно. Перематываете немножечко видео назад и все. Еще раз, чтобы никто не запутался, что, сколько, кому, какие поворотные ряды вязать. Общая высота проймы у меня здесь сейчас до моделирования скоса плеча 46 поворотных рядов, как и по спинке, и потом 11-12 поворотных рядов. Именно формирование самого скоса плеча. Точно так же здесь сейчас я с 37 ряда начала убавки, да, закрытие петель по горловине. Из 47 поворотного лицевого ряда я начну точно так же формирование скоса плеча. Абсолютно одинаково. Нет ничего сложного. Я с вами встречаюсь в левой полочке переда на одном поворотном изнаночном ряду. Покажу, как закрываем также по одной петле, также само протягиваем. И потом мы с вами встречаемся на сшивании плечиков и декоративной обработке способом айкорд. То есть мы продолжаем выполнять оставшиеся, да, убавки и одновременно формируем скос плеча. Все одинаково, как и по спинке, только горловина здесь глубже и больше закрытия петель, больше убавок. Вот и все. У вас начинается формирование скоса плеча в лицевом ряду после вот этих вот цифр. То есть одновременно убавляем последние петли и одновременно моделируем скос плеча. У меня 47 поворотный лицевой ряд, я убавила одну петлю в начале ряда и одновременно провязываю ряд лицевыми по раппорту и одновременно начинаю моделировать скос плеча. Мне останется убавить еще 3 петли и последние ряды я уже выделю на скос плеча. Не довязываю, да, 8 петель, 3, 6, 7, 8. 8 петлю провязываю, лицевой разворачиваюсь и выворачиваю ее. Все как и по спинке. Просто здесь мы в каждом ряду убавляем по одной петле, а по спинке сразу по несколько петель закрываем. Вот и все. Абсолютно ничего сложного. Так, я закончила с правой полочкой переда, вот так вот у меня получается. И сейчас я соединяю правую полочку переда с правой полочкой спинки. Для этого я перенесла петли правой полочки спинки на чулочную спицу номер 3 и соединяю вот так вот лицевой стороной с лицевой стороной. То есть вот у меня сейчас изнанка, изнанка. Рабочая нить, я нить не обрезала от правой полочки переда. Беру крючок тоже номер 3 и соединяю крючком. Вы можете соединять методом 3 спиц, крючком, как вам удобно, как вы привыкли. Но самое главное, не супер затягивайте, чтобы у вас не был стянут вот этот, не был стянут этот край. Я снимаю первую петлю с первой спицы и снимаю вторую петлю со второй спицы. И соединяю, провязывая эти 2 петли вместе, протягиваю рабочую нить. Снова снимаю с первой спицы, со второй, протягивая через эти 2 петли и еще раз через эту первую петлю. Протягиваю через эти 2 петли и еще раз через первую петлю. Снова снимаю с первой спицы, со второй, протягиваю через эти 2 петли рабочую нить и через первую петлю. И продолжаю так, пока не соединю все петли. У меня осталась последняя петля, я ее еще раз вот так вот протягиваю рабочую нить, обрезаю ее и просто вот так вот вытягиваю и стягиваю.
И вот так вот у нас с вами аккуратно получается. Второе плечо мы сшиваем точно так же. Ну, не сшиваем, соединяем, да, сшиваем, соединяем, закрываем и так далее. И вот так вот у нас с вами красиво и аккуратно получается. Все отутюжится после стирки ВТО и будет ровным. Левые полочки переда и спинки мы соединяем точно так же. И приступаем к левой полочке переда в зеркальном отображении с того же самого ряда, только поворотный изнаночный. У меня это 38 поворотный изнаночный ряд, вот такой приблизительно отрезок я оставляю. Закрываю сразу первую петлю в изнаночном поворотном ряду, в зеркальном отображении протягиваю изнаночную петлю через первую. И далее по раппорту узора у меня все петли лицевые, 8 поворотный изнаночный ряд. Я провязываю все петли лицевыми. В лицевом поворотном ряду, когда я дойду до вот этой вот петли, я просто аккуратно соединю эти два отрезка с рабочей нитью. И все это потом аккуратно спрячу в изнаночном полотне. Вяжем так, закрываем свое количество петель, выполняем скос плеча одновременно с закрытием петель, да, сколько петель у вас остается. И точно так же соединяем левые полочки переда и спинки. Встречаемся с вами на декоративной обработке айкордом по горловине и по низу. Так, друзья, ну что, мы с вами приступаем уже к финишу, самому, наверное, быстрому. У нас с вами получается вот так вот, все красиво и аккуратно. Приступаем к декоративной обработке способом айкорд по горловине и по краю изделия. Берем крючок номер 3, желательно с ровным краем. У меня вот такой, чтобы можно было переносить поднятые набранные петли. Берем круговые спицы номер 3, 40 сантиметров. Маркер не нужен. Ну и в принципе, ну и можно чулочную спицу номер 3, чтобы удобнее было закрывать. Рабочая нить. У меня это одна нить шелка и одна нить пайетки Galaxy. Берем крючок и приступаем к набору петель. Я набираю прям от центра горловины по спинке. Выделяем здесь центр, да, у меня это приблизительно вот здесь, вот по раппорту, где идут 2 вместе с наклоном вправо, с наклоном влево. Завожу, ну, давайте вот с наклоном вправо и с наклоном влево, у меня 2 петли вот прям по центру. Я в следующую вот ввожу, от нее начинаю, а перед ней закончу. Прям под косичку вводим, оставляем вот такой вот приблизительно отрезочек. Все отрезки вы спрячете в изнанку полотна, это не проблема. И протягиваю первую петлю. Набираем в каждую петлю, чтобы горловина не была стянута. Вводим в следующую петлю. Здесь сразу можно аккуратненько связать. На легкий узелок, на один, чтобы у вас он не выделялся сильно. Просто чтобы не растягивались петли. В следующую петлю вводим крючок и протягиваем, да, вытягиваем нить. Следующую петлю, следующую. И вот так вот мы набираем петли по всей окружности горловины. Петли, которые вы набрали, если у вас их вот много, да, на спице, на спице, на крючке, и вам уже неудобно, то вы их переносите на круговые спицы номер 3. Для этого я и сказала крючок с ровным краем. Я их переношу и сразу разворачиваю правой стенкой. И протягиваю вот так. И продолжаю набирать по всей окружности, в каждую петлю, чтобы горловина не была стянута. Айкорд мы тоже будем закрывать не супер плотно, чтобы вы могли надеть топ, протянуть через голову в каждую вот петлю.
Если же вы вяжете на спицах 4, да, все изделие, то аккорд вы тоже обрабатываете именно спицами номер 3. Там, где у нас плечики, я набираю петли из каждой лицевой петли после кромочной. Аккуратно вот так переходим. Прям вот из первой лицевой петли перед или после кромочной. Из каждой. И переносим на спицы. По высоте горловины я также набираю из каждой петли возле кромочной. Набираем так по всей окружности до начала и встречаемся с вами на закрытии петель. Набрали петли, берем чулочную спицу номер 3, правую спицу я стягиваю и приступаем к закрытию петель аккордом. Из одной петли мы должны вывязать 3. Эту петлю я эту спицу я стягиваю, чтобы она не мешала. И из первой петли провязываю 3. Провязываю первую петлю лицевой за переднюю стенку, еще раз ее же за заднюю и еще раз за переднюю стенку. И спускаю с левой спицы. Возвращаю эти 3 петли на левую спицу, и до конца кругового ряда я всегда первые 2 петли провязываю лицевыми за передние стенки, передняя, правая. Третью петлю провязываю с петлей ряда за заднюю стенку лицевой. Спускаю, возвращаю 3 петли на левую спицу. Снова первые 2 петли провязываю лицевой за передние стенки. Третью петлю с петлей ряда за заднюю стенку лицевой. Возвращаю. И закрываю так каждую петлю до конца кругового ряда. Вот такая аккуратная косичка у нас получается. Мы с вами дошли до конца. У меня остается 3 петли. Я отрезала нить и оставляю приблизительно вот такой вот длинный отрезок, чтобы соединить конец ряда с началом. Вводим нить в иглу, в трикотажную иглу для сшивания вязаных изделий. Вот эти 3 петли оставшиеся мы соединяем с начальными 3 петлями, которые мы с вами вывязывали, да, формировали. Я разворачиваю всегда лицевые петли на спицы, которые, чтобы они были открыты. Ну, мне так удобнее просто. Завожу, вот наша рабочая нить, завожу иглу в первую петлю, в заднюю стеночку, фиксирую ее и спускаю. И далее ввожу иглу в первую петлю, которую мы вывязывали. Вот она у нас здесь. В ее вот эту вот левую стенку сверху вниз протягиваю, стягиваю и еще раз ввожу иглу сверху вниз в левую стенку снятой петли со спицы, вот этой первой, и снизу вверх в заднюю стеночку второй петли на спице протягиваю и спускаю. И стягиваю. Снова ввожу иглу во вторую петлю, вот она у нас. Ее хорошо здесь видно, в левую стенку и протягиваю рабочую нить. Ввожу иглу снова сверху вниз в левую стенку снятой второй петли и в заднюю стеночку третьей петли. Спускаю, протягиваю. И ввожу иглу в левую вот эту вот стеночку третьей петли. Протягиваю и стягиваю. Еще раз ввожу в предыдущую третью снятую петлю.
стягиваю аккуратненько и вывожу рабочую нить на изнанку. И все эти нити прячу в саму косичку айкорда, прям вовнутрь. Прям под вот эти петли. Так, приступаем уже к последнему нашему этапу. Декоративная обработка, точно такая же способом айкорд по низу изделия. У нас был открытый набор петель. Там, где у нас вот дополнительная бросовая нить, начало, да, вот, мы поднимаем то количество петель, которые набирали изначально по вашему размеру. У нас здесь хорошо видно изнаночные дужки. Я взяла спицы номер 3, 60 сантиметров, и поднимаю вот эту вот каждую петлю, каждую дужку на спице номер 3, 60 сантиметров. А дополнительную бросовую нить поэтапно мы можем убирать, просто вытягивая ее. Вот так вот. Когда она у вас уже становится длинной и неудобной, да, ее можно срезать. Просто вот так берем ее, да, и под корешок аккуратно срезаем. И вытягиваем дальше. Поднимаем так все петли по всей окружности. Не пропустите ни одну петлю, чтобы у вас ничего нигде не потерялось. Подняли с вами все петли, убрали дополнительную бросовую нить. Вот так у нас с вами получается. И теперь все точно так же, как по горловине. Закрываем петли способом айкорд. Вывязываем первые 3 петли. Вот такой отрезочек я оставляю. Девочки, это все спрячете вовнутрь в изнанку полотна. И провязываю из первой петли лицевой за переднюю стенку, лицевой за заднюю, снова лицевой за переднюю стенку. Вывязываем 3 петли, возвращаем на левую спицу. И точно так же до конца вязания первые 2 петли всегда провязываем за передние стенки, а 3-ю петлю за заднюю стенку лицевой с петлей ряда. Снова первые 2 петли провязываем лицевыми за передние стенки, да, 3-ю петлю с петлей ряда за заднюю стенку лицевой вместе. Выполняем так до конца, соединяем, перематываем видео, как выполняли по горловине. Все отрезки нитей прячем вовнутрь аккуратно в изнанку полотна и отправляем изделие в стирку. В мастер-классе, а точнее в описании под видео, я указала, как именно я стираю изделие. Изделие после стирки ВТО я всегда утюжу, абсолютно любое изделие. Здесь зависит от парового удара вашего утюга, либо со вспомогательной тканью, либо без. Я утюжу без. Поэтому соблюдаем, пожалуйста, рекомендации. Не спрашивайте, как что стирать. Я все указала, как это делаю я. И все, в принципе, носим, украшаем мир красотой. Так, ну что, дорогие друзья, моя красота уже после стирки и ВТО. Прекрасно раскрывшееся полотно. Просто фантастически невесомое, очень-очень охлаждающий эффект, потрясающий вид, шикарно раскрывается пряжа, да, шелк у меня здесь и Галакси. Все отпаривала утюгом. Рекомендации по стирке и ВТО в описании под видео разворачиваем. Я там все прописала и в анонсе все рассказала. Надеюсь, что всем все было понятно. Если непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Обязательно отмечайте, выставляйте фото процессов, фото готовых изделий. Обязательно отмечайте хэштег и мое авторство в социальных сетях. Делитесь вяжущей подружкой. Пусть как можно больше прекрасных мастериц приступают к вязанию. И новички, и профи. Стараемся разжевать все максимально понятно.
Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч, до новых вязаных изделий.